Здравствуйте, друзья! Сегодня все будет так, как мы с вами любим. В домашних условиях, легко и просто, из доступных ингредиентов мы добудем один довольно полезный состав. Именно ради этого состава рукодельницы добавляют в массы для лепки, чаще всего в холодный фарфор, крем для рук или натертые стеариновые свечи. Это стеарин – смесь жирных кислот, который широко применяется при производстве косметики. Например, глицерил-стеарат – широко используемый базовый эмульгатор из стеариновой и пальмитиновой кислоты. Нам понадобится мыло, лимонная кислота, вода и плита. У меня уже есть такой состав из хозяйственного мыла. Мне его еще на 100 лет хватит, но сегодня я решила протестировать рецепт холодного фарфора на мыльной основе, и у меня осталось немножко мыла. Вот из этих неиспользованных остатков и сделаем стеарин. Натираем на мелкой терке наш кусочек мыла. 50 грамм я делю на упомянутый холодный фарфор, а 25 останется на стеарин. Растворяем в горячей воде лимонную кислоту. В моем пакетике 8 грамм, и это замечательно подходит к моим 25 граммам мыла. Если будете делать больше, рассчитывайте из соотношения на 3 грамма мыла 1 грамм лимонной кислоты. Заливаем горячей водой и оставляем до полного растворения мыла. Периодически перемешиваем, чтобы процесс ускорить. Когда мыло растворилось полностью, соединяем содержимое обоих стаканов и перемешиваем. Стеарин начинает собираться такими хлопьями на поверхности. Выдерживаем для верности полчасика, чтобы реакция закончилась, и собираем с поверхности стеарин. Промываем полученные хлопья в холодной воде. Для дополнительной очистки от остатков лимонной кислоты заливаем стеарин чистой водой и нагреваем до полного растворения. Остужаем, достаем затвердевший стеарин и выкладываем его для просушки на бумажную или тканевую салфетку. Все готово. Укладываю добычу в баночку. Можно было растопить стеарин и перелить его в баночку, но мне не хотелось пачкать лишнюю посуду. Как использовать результат нашего сегодняшнего труда? Наносим на ладони немного стеарина и вымешиваем кусочек массы для лепки. Вот и все. Стеарин хорошо снимает липкость глины. Кроме того, его просто можно носить на руки перед лепкой. Получаем такую пленочку на руках. По ощущениям это что-то среднее между жиром и пчелиным воском. Пленочка эта, в отличие от жидких масел, держится довольно хорошо, смывается с рук теплой водой с мылом, правда не за один раз. Какого-то негативного воздействия на кожу я не заметила, хотя мои руки сложно назвать совсем уж не капризными. Кожа у меня достаточно сухая, и один раз я выдавала такое хорошее раздражение на покупное жидкое мыло. Итак, со стеарином мы с вами разобрались, а в одном из каких-нибудь будущих видео я расскажу вам результаты проверки рецепта холодного фарфора на мыльной основе, и заодно расскажу о результатах еще одной проверки. Я сравнивала возможность применения разных масел для вымешивания массы для лепки, в том числе и холодного фарфора. У меня было касторовое масло, вазелиновое и обычное рафинированное подсолнечное. О результатах обязательно расскажу. Чтобы не пропустить все это хулиганство, не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал, нажат ли у вас колокольчик. Как обычно, вопросы, мнения, замечания в комментариях только приветствуются. Всего хорошего! Скоро увидимся!